Ничего вкуснее вы не встречали. Эта быстрая закуска из кабачка покорит ваше сердце. Сочная внутри и хрустящая снаружи. Большое количество витаминов и минимум калорий. Смотрите видео до конца, чтобы ничего не упустить. Для начала 3 яйца разбейте в глубокую чашку. Хочу пожелать вам прекрасного дня и отличного настроения. Взбейте венчиком яйца. Добавьте пол чайной ложки соли и столько же паприки. Еще раз хорошенько взбейте. Напомню, что список ингредиентов и пропорции можно, как всегда, найти под видео в описании. Уберем пока яйца в сторону. Сейчас нам понадобится 700 граммов кабачков или цукини. Это 25 унций. Обрежьте у кабачков попки и натрите на крупной терке. Кожуру с кабачков я не снимала, потому что взяла молодые кабачки. Если вы используете старый кабачок, то обязательно обрежьте жесткую кожуру и удалите семечки. Теперь чистыми руками переложим их в глубокую посуду. Добавим примерно пол чайной ложки соли и перемешаем тщательно, чтобы все кабачки просолились. Соль помогает кабачку дать сок, это нам и нужно. Сейчас временно уберите кабачок в сторону. Теперь нам понадобится 1 крупная картофелина. Натрите картофель также на крупной терке. Картофель от кожуры в этом рецепте я всегда очищаю, поскольку она может быть немного грубоватой. Добавьте тертый картофель к кабачку. Распределите. Немного присолите. И так же, как и кабачки, перемешайте тертый картофель с солью равномерно, не пропуская ни одного уголка посуды. Перемешайте все вместе. И ненадолго уберите в сторону, чтобы соль подействовала. В это время налейте 2 столовых ложки растительного масла на сковородку и поставьте ее на маленький огонь. Сейчас нам понадобится 1 крупная луковица. Порежьте ее на половинки и измельчите на маленькие кубики. Добавьте лук на сковородку и обжарьте 1 минуту. Два зубчика свежего чеснока раздавите и мелко порежьте. Количество чеснока можно регулировать по желанию. Добавьте чеснок к луку. Перемешайте. Жарьте 1 минуту. И оставьте на малом огне. 1 крупную морковь натрите на мелкой терке.
Добавьте морковь к луку. Обжарьте на маленьком огне еще 2 минуты. Один красивый крупный перец разрежьте на половинки. Удалите семенную коробочку. И порежьте. Сладкий красный перец вкусен и полезен. Он добавляет яркости в рецепт, нежный неповторимый оттенок вкуса и витамины. Например, после приготовления в перце сохраняются магний и железо. И вообще, закуска, которую мы сегодня готовим, благодаря низкой калорийности и клетчатке от всех овощей, будет не просто сытная и обалденно вкусная. Она также подходит для питания тем, кто следит за своей фигурой. Морковь в это время притушилась. Перемешаем ее. Добавим кубики перца к моркови с луком. Хорошенько перемешаем. Добавьте пол чайной ложки соли, треть чайной ложки черного перца, 2/3 чайной ложки паприки и пол чайной ложки куркумы. Хорошо перемешайте. Вернемся к натертым кабачкам с картошкой. Пока мы обжаривали овощи, они дали сок. Он нам в этом рецепте не нужен. Очень тщательно и качественно отожмите сок из картошки и кабачков. Это очень важно. Возможно, вам будет это удобнее сделать с друшлагом, помещенным в большую кастрюлю. Переложите отжатые кабачки с картошкой в глубокую чашку. И добавьте яйца с паприкой. Бережно перемешайте. Сейчас мы замешиваем вкусное и полезное тесто. Для этого нам также понадобится 100 грамм сыра. Это 3,5 унции. Натрите сыр на крупной терке. В этом рецепте можно использовать сыр любой жирности и любой плотности. Добавьте сыр к кабачкам. И перемешайте. Также для приготовления теста понадобится небольшой пучок свежей ароматной петрушки. Мелко порубите зелень. Также вместо петрушки можно использовать укроп или кинзу. Добавьте рубленую зелень в тесто и перемешайте до однородности. Тем временем овощи на сковородке протушились. Убираем их с огня и добавляем к общей массе. Перемешайте все ингредиенты. Посмотрите, какое красивое, яркое тесто мы замешиваем. Очень полезное и ароматное. Напишите в комментариях, вы любите готовить для себя и своей семьи.
Скрепить овощи между собой поможет мука. Добавьте 4 столовые ложки цельнозерновой муки. Можно использовать и другую муку, например, нутовую или овсяную. Перемешайте тщательно все ингредиенты до получения сочного, не слишком густого и не слишком жидкого теста. Как вы заметили, тесто состоит из большого количества овощей и совсем малого количества муки, что делает рецепт еще более полезным. Тесто готово. На сковородку налейте 2 столовые ложки растительного масла и поставьте ее на небольшой огонь. Тесто еще раз перемешайте перед жаркой. Большой сухой ложкой или кухонной лопаточкой возьмите часть теста и выложите в разогретое масло. Придайте тесту форму невысокого прямоугольного брусочка. И еще раз. Обжаривайте кабачки на небольшом огне. Возьмите один небольшой огурец и уберите с него кожуру. Переверните кабачки на вторую сторону и жарьте до хрустящей золотистой корочки. Натрите огурец на мелкой терке. Кстати, огурец содержит большое количество витамина С и витамины группы В. Он укрепляет сосуды сердца и улучшает состояние кожи. Вторая сторона поджарилась. Выкладываем закуску из кабачка на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы ушли излишки жира. Выкладываем новую партию овощного теста. Эти кабачки впитывают очень мало масла, поэтому масла на сковородку не добавляю. Снова придаю овощному тесту форму плоского брусочка. И жарю на небольшом огне до подрумянивания. Несколько веточек укропа мелко порублю. Также можно использовать свежую кинзу, базилик, мяту или петрушку. Кабачки подрумянились. Переворачиваем их на другую сторону. Готовим сливочный соус. В небольшую пиалку выложите 3 столовых ложки сметаны, столовую ложку майонеза. Выложите натертый огурец. Добавьте немного соли по вкусу. Покрошите измельченный укроп. Измельчите 1 зубчик чеснока. Добавьте черный перец по вкусу. И хорошо перемешайте. Мы приготовили сочный, ароматный и очень вкусный летний соус. Тем временем кабачки поджарились. Выложите их на бумажное полотенце. Если необходимо, добавьте немного масла на сковородку и обжарьте оставшееся тесто. Закуска по этому рецепту получается безумно вкусная, поэтому стоит пожарить все сразу. В данном рецепте я использую именно силиконовую лопаточку, потому что ею можно и выкладывать тесто порционно на сковородку, и равнять, придавая нужную нам форму.
Пора подавать закуску к столу. Такие кабачки можно кушать как горячими сразу с огня, так и охлажденными. Также их можно замораживать впрок. Закуска из кабачков с картошкой получается очень нежная внутри, ароматная и хрустящая снаружи. Это прекрасный и быстрый завтрак, обед или ужин. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Если вам понравились мои рецепты, делитесь с друзьями. Ставьте лайки, комментируйте. Это невероятно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Спасибо за просмотр. Пока-пока.